Всем привет! Компания Xiaomi не перестает удивлять своими крутыми новинками. Не так давно я восхищался прошлой моделью проектора OneBo T2 Max, а теперь у меня появилась его усовершенствованная версия OneBo T4. Внешне они почти не отличаются, у него все так же очень компактные размеры, но теперь качество изображения стало гораздо лучше. В него добавили стабильный 9 Android, так что TV-Box покупать больше не нужно. Также появилась поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ну и самое главное, чему я безумно рад, это наличие довольно шустрой автоматической фокусировки. Разумеется, цена стала немного дороже, но он того 100% заслуживает, и после просмотра этого видео вы поймете почему. Проектор поставляется в двойной картонной упаковке, так что все здесь надежно и вряд ли пострадает при транспортировке. Внутренняя коробка темно-синего цвета с большой надписью Hello OneBo. Сбоку на ней указаны самые важные технические характеристики и схематично изображен проектор. Внутри я нашел руководство пользователя на русском языке и небольшой Bluetooth пульт. Работает он на радиочастоте, а значит его не нужно при использовании направлять точно на проектор. У него минимальное количество кнопок, но даже их достаточно для полноценного использования устройства. Сверху имеется светодиодный индикатор, реагирующий на нажатие каждой кнопки, и встроенный микрофон для активации функции голосовой поиск. Ну а питается пульт как обычно от двух батареек формата 3А. Кабель от блока питания с евровилкой, а сам блок выдает 29 вольт и 2 ампера. В общем-то, по комплектующим это все, так что давайте разбираться с самим проектором, ведь здесь есть на что посмотреть. Размер проектора составляет 150 на 185 и на 127 мм, вес всего 1 кг и 190 грамм. Корпус сделан из белого пластика, и только передняя часть с линзой проектора выполнена в черном цвете. Между прочим, линза сделана из чистого стекла. Преимущество стеклянного материала в том, что оно не боится царапин, а чтобы избавиться от грязи или пыли, нужно всего лишь протереть его обычной мягкой тканью. Под линзой находится большая решетка для вентиляции внутренних компонентов. Воздух при помощи встроенного вентилятора задувается сзади, а выдувается спереди. В центре решетки стоит камера, которая отвечает здесь за автофокус. Сверху, да и вообще на всем проекторе можно найти лишь одну кнопку. Она включает и выключает устройство. Сзади расположен разъем питания, USB для флешек, HDMI порт для подключения дополнительных устройств. Это может быть компьютер, TV-Box, ноутбук и даже игровая консоль. Далее индикатор работы и разъем Jack 3.5 для подключения наушников или колонок. По бокам мы видим еще две решетки, но это уже трехваттные стереодинамики. Конечно, лучше использовать внешние более мощные колонки, но если таких не имеется, то и эти играют очень даже неплохо. Снизу наш проектор имеет 4 резиновые ножки, а еще у него есть резьбовое отверстие для установки на штатив или трипод. По сравнению со своим предшественником OneBo T2 Max, T4 получил значительные улучшения по качеству картинки. Его яркость поднялась с 250 до 450 ансилюмен, а поддержка HDR10 и коэффициент контрастности 10 тысяч к 1 обеспечивают четкое и детальное изображение при рекомендуемой заводом-изготовителем диагонали от 40 до 120 дюймов. Прошу заметить, что картинка проецируется просто на стену, поскольку специального экрана у меня нет, да и лепить его куда-либо не хочется, ведь от этого теряется мобильность данного девайса. Да и вообще для многих очень важно получить хорошее изображение без использования всевозможных дорогих экранов. Сперва я установил проектор примерно в 1,5 метрах от стены и получил диагональ около 55 дюймов. Для сравнения, рядом стоит монитор на 34 дюйма. Так вот, картинка была просто очень яркая и сочная. Если сравнить с телевизором, то мне кажется, здесь даже больше яркости и можно ее немного убавить. Затем я отодвинул проектор еще на метр и получил примерно 80 дюймов. Скажу честно, это был самый комфортный уровень для просмотра. Яркости и контраста мне хватало. Да и диагональ лично я считаю больше не нужна. Но производитель рекомендует диагональ 100 дюймов, либо максимум 120. В итоге на расстоянии 3,5 метра от стены можно получить заветную диагональ в 100 дюймов. И на самом деле даже здесь все очень даже неплохо. Недавно у меня на обзоре был лазерный 4К проектор за 120 тысяч рублей. Так вот, без ILR экрана, который, кстати, стоит еще примерно столько же, картинка почти не отличалась, по крайней мере в темноте, а днем там даже больше выручал экран. Вы сами сейчас можете оценить качество изображения, и я более чем уверен, что оно вам нравится, а особенно если учитывать, что это в принципе недорогой светодиодный проектор. Днем с открытыми шторами на фоне включенного монитора все тоже нормально видно. Понятное дело, что не супер, но с ILR экраном точно можно было бы комфортно
комфортно смотреть. И это при диагонали 100 дюймов, а если сделать поменьше, то изображение будет еще лучше. Короче, лично мне очень понравилось, и 450 ANSI люмен здесь точно есть. Новинкой также является специальный алгоритм для быстрой и удобной автоматической фокусировки изображения. Функция сама активируется при включении проектора, а также если начнете его передвигать или просто пошевелите. Всего 3-4 секунды и вы получаете резкое и четкое изображение. Ну а если вам скучно, то автофокус можно отключить в настройках и производить регулировки вручную при помощи двух специальных клавиш на пульте. Не забыли добавить и коррекцию трапециидальных искажений. Любой угол можно легко растянуть или стянуть, а также имеется возможность сжимать изображение по вертикали и по горизонтали, а саму проекцию можно перевернуть вверх ногами, либо вывернуть наизнанку. Вообще настроек довольно много, и главное, что можно выбрать русский язык. Перевод, конечно, не супер, но все предельно ясно. Настраивать можно саму картинку, например, яркость, контраст, насыщенность и так далее. Есть даже готовые пресеты. Много интересного и по звуку. Баланс, задержка, авторегулировка громкости, бас, настройка голоса, а еще 5-полосный эквалайзер. Можно включить таймер, настроить заставку, специальные возможности, подключить клавиатуру, мышь, джойстик для игр, обновить прошивку по воздуху и многое-многое другое. Можно смело сказать, что по настройкам есть все необходимое, и китайцы здесь очень хорошо поработали. Меню управления в принципе типичное, как и на большинстве ТВ-боксов Android. Присутствует поиск, главная страница с рекомендациями, отдельная страница с приложениями, также с видео и музыкой. С завода уже стоит Miracast для дублирования на экран изображения с телефона. Все работает, я проверял. Также уже стоит YouTube, браузер, Netflix, который ни у кого не работает, какая-то прога для управления курсором с телефона, ну и самое главное, есть полноценный рабочий Play Market. Вводим туда свой аккаунт с телефона и качаем все что угодно и даже игры. OneBot T4 использует светодиодный источник света, цветовая гамма которого относительно широка. Кроме того, срок службы светодиодных источников света весьма большой и составляет более 20 тысяч часов. Даже если вы смотрите проектор по 5 часов в день, то вы можете использовать его как минимум 11 лет. А это, я думаю, немало. Проектор хорош еще и тем, что у него полностью закрытая оптическая система с внутренней циркуляцией воздуха для отвода тепла. Такая конструкция полностью исключает эффект скопления пыли на оптическом пути, тем самым продлевая срок службы проектора. Кроме того, он использует технологию диффузного отражения. По сравнению с автолюминесцентной визуализацией, визуализация с диффузным отражением более мягкая, поэтому при длительном просмотре уменьшается нагрузка на глаза. Еще здесь предусмотрена довольно интересная система охлаждения с отводом тепла по медным трубкам. Конечно, имеется небольшой кулер. Проектор абсолютно не громкий и во время работы издает шум в пределах 30 дБ. Внутри стоит процессор MediaTek MT9269 с 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 16 ГБ постоянной памяти. T4 также использует чип M-Star для поддержки декодирования HDR высокой четкости. Технология декодирования HDR10 позволяет нам видеть больший динамический диапазон и детали изображения, делая его более нежным и естественным. Максимальное разрешение проекции 1920 на 1080 пикселей. Однако нужно сказать, что он также без особых трудностей поддерживает декодирование файлов в формате 4К. В заключении могу сказать, что OneBot T4 предлагает минималистичный дизайн, а также имеет компактные размеры. Это придает ему мобильность, и вы можете взять этот мини-проектор с собой куда угодно, будь то просмотр фильмов, сериалов и спортивных передач с друзьями или, например, показ презентаций на работе. Это относительно недорогой проектор, который удивил меня хорошей цветопередачей и неплохим уровнем яркости. Сборка, а также используемые материалы здесь довольно на высоком уровне. Корпус выполнен из монолитного пластика, да и сам пластик видно, что не дешевый. Такой проектор хорошо подойдет для создания домашнего кинотеатра, но при условии, что в комнате будет темно. Что, дядя, нож наточишь?
А то. Короче говоря, после двухнедельного тестирования этого интересного устройства я остался под положительным и ярким впечатлением. Среди всех его ближайших конкурентов по цене считаю данную модель самой лучшей. Ссылку на проектор OneBot T4 я оставлю в описании под видео. Надеюсь, что обзор вам понравился и был интересным. На сегодня у меня все. До скорой встречи.